Доброе утро, зрители Stop Game! Всем, кто ест, приятного аппетита! В эфире Инфакт. Студия Hoyoverse стала широко известна благодаря успехам Genshin Impact. Еще и, как выяснилось, не только известна, но и невероятно богата. По данным ежегодного рейтинга Global Unicorn Index, стоимость студии скакнула за год с гигантской суммы в 15,8 миллиардов баксов до еще более гигантской суммы в 23 миллиарда долларов. Благодаря такому скачку Hoyoverse переместилась с 91-й строчки чарта на 12-ю. Кроме обретения такой престижной позиции в рейтинге, владельцы студии могут похвастаться еще и тем, что их предприятие стало самой дорогой частной игровой компанией в мире. На это звание до них претендовала, кто бы вы думали, студия Niantic. Это авторы Pokemon Go, и со своей мобильной игрой они смогли добраться лишь до 67-го места. Их оценили всего-то в 9 миллиардов. Фу, дешевка. В Японии вышла интересная книжечка под названием Final Fantasy VII Rebirth Ultimania. Это обширный гайд по седьмой финалке, где кроме советов по игре нашлось место и интервью с создателями. Отдувались за студию руководитель Тацуя Намура и продюсер Йошинори Китасе. Они рассказали, что сюжет следующей части ремейка уже готов, и, возможно, в ближайшее время начнется запись озвучки. После релиза FF7 Remake еще год был потрачен на производство DLC, а продолжение, то есть Rebirth, сделали за 3 года. Создание третьей части планируют уложить в такой же срок. По мнению Китасы, Rebirth получилось создать так быстро, потому что над ней трудилась та же команда, что и над предыдущей игрой. Состав студии не поменялся и в этот раз, так что разработка должна пройти как по маслу. В третью часть могут включить нечто очень важное. Этого очень важного не было в оригинале, но фанатам все равно должно понравиться. Китасы немного рассказал и о своих дальнейших планах. Продюсер считает, что третья часть ремейка станет его последним вкладом в серию Final Fantasy. Он уже просто чересчур стар. Видимо, в том числе поэтому он не хочет оставлять незакрытые сюжетные линии в истории FF7 и стремится закончить сюжет на счастливой ноте. Впрочем, все рассуждения насчет завершения истории, как он сам подчеркнул, это лишь его личное мнение. Из всего сказанного выходит, что третья часть ремейка релизнется уже в 27 году, ведь, как сообщил Намура в прошлом сентябре, дополнение для Rebirth не планируется. Трансмогрификация. Это сложное слово, как многие из вас, наверное, в курсе, в контексте игр означает возможность взять какой-нибудь элемент экипировки со всеми его статами и заменить внешность этого элемента. То есть визуал меняется, а параметры остаются старые. Так вот, авторы Helldivers 2 высказались о применении этой системы в своей игре, и если вы достаточно следили за обновлениями этого шведского шутера, то, возможно, уже знаете ответ. Трансмог мы делать не будем, в этом нет смысла. Экипировка выглядит по-разному, потому что у нее разные эффекты. Поменять одно на другое — это все равно, что съесть яблоко со вкусом бекона. Или наоборот. Такое сообщение написал глава Arrowhead. Почему-то в конце цитаты отчетливо ощутил вкус яблочного бекона. Ответ Йохана Пайлстедта понравился далеко не всем. Люди пишут, что в текущем виде элементы брони не сильно отличаются друг от друга и не обладают ярко выделяющимися чертами, так что их не просто различить. Это усложняет понимание перков, привязанных к конкретной одежде. Некоторые комплекты экипировки и вовсе имеют одинаковые характеристики, но выглядят при этом почему-то по-разному. Один из участников обсуждения предложил добавить возможность хотя бы менять цвет элементов дизайна брони. И это, как по мне, отличный компромиссный вариант. Есть один известный в узких кругах инсайдер. Зовут его Мидори. Он, или она, часто сливает верную инфу об играх Atlus. Например, от Мидори стало заранее известно о новой версии Shin Megami Tensei 5. Теперь инсайдер уверяет, что первые 2 части Persona планируют перенести на современные платформы. Подробностей мало. Переиздания получат первые 2 части серии. Насчет масштаба работы тоже нет определенности. Игры могут быть полностью переработаны с нуля или просто будут выпущены в магазинах в своем классическом виде. А еще Мидори упоминал, что и 4-ю часть Персонки собираются переиздать в каком-то виде. Добавлю, что 4-ка уже давно продается везде, где только можно, так что в данном случае перевыпускать простой ремастер смысла немного. Мидори на этом не остановился и рассказал кое-что даже про 6-ю часть. Говорит, что ключевой цвет для нее уже выбрали. Им стал зеленый. Вот такой вот инсайт.
Вышел сериал по Fallout и жестко встряхнул фоллаутовское комьюнити. После релиза сериала абсолютно вся серия серьезно подскочила по онлайну в Steam. Например, если до сериала онлайн первый Fallout болтался в районе 200 человек, то после уже перевалил за 2200. Fallout New Vegas держалась на 6000 игроков, а теперь улетела за 18К. Но больше всех бустанулась, конечно, четверка. Ее онлайн подскочил с 22К до, внимание, 80 тысяч человек. В момент выхода адаптаций онлайн оригинальных игр подскакивает практически всегда. Это нормально. А в данном случае на серию еще и скидок накинули. Тем не менее, результат впечатляющий. Еще сериал навел суету в лоре серии. Фанаты разглядели в одном из эпизодов сериала несостыковку с событиями Нью-Вегас и решили, что, видимо, создатели тупо выключили игру из канона. Перемотайте на 30 секунд, если хотите пропустить небольшой спойлер к сериалу. Значит, вот в чем проблема. В истории экранизации рассказывается, что столица новой Калифорнийской республики, город Шейди Сэнс, была уничтожена ядерным взрывом. Шестой эпизод уточняет, что Шейди Сэнс, как написано, пал в 2277 году. Собственно, это уточнение противоречит событиям Нью-Вегас, ведь действие игры происходит в 2281. Там и Шейди Сэнс, и новая Калифорнийская республика чувствуют себя вполне нормально. Но все эти рассуждения разрушились об уточнении дизайн-директора Bethesda Эмиля Пальяруло. Он опубликовал таймлайн основных событий серии Fallout и подтвердил, что Нью-Вегас — самый каноничный канон из всех канонов, и не смейте в этом сомневаться. На самом деле, даже сам сериал делает несколько реверансов в сторону Нью-Вегаса, так что, видимо, казус с датой — просто небольшая неточность создателей. Или байт на комменты. И нет, мы еще не закончили с Фолочем. Тим Кейн — один из ключевых дизайнеров первой Fallout. Он посетил премьеру сериала в Голливуде и поделился своими впечатлениями. Что бы вы думали? Ему понравилось. Кейн похвалил юмор, картинку, игру актеров и удачно переданный дух Fallout. Еще он залип в рассматривании реквизита. Да так, что просто прослушал диалоги в некоторых сценах. Также дизайнер отметил, что его искренне удивляют негодования пользователей в интернете. Говорит, вы бы лучше с создателями пообщались, чем просто критиковали и срывались на тех, кто пытается сделать хоть что-то. С остальными впечатлениями Кейна можете ознакомиться в заметке на сайте. Ссылка понятно где. Вы думали, что стратегия Stellaris никак не связана с Fallout? Да, вы правы, никак не связано, но для нее скоро выйдет крупное дополнение. Paradox Interactive назвала дату релиза DLC The Machine Age для Stellaris. Добавка посвящена киберпанк-фантазиям о технологических усилениях и оцифровке сознания. А еще авторы рассказали о 8-м сезоне поддержки. Не буду вас грузить составом дополнения, там очень много всего, так что интересующихся приглашаю перейти по ссылке на сайт и прочитать подробности. The Machine Age стартует 7 мая, а предзаказ уже доступен в Steam, что приятно, можно приобрести и за рубли. Просят 1389. Вы же знаете, что на StopGame.ru вышел обзор Смуты. Илья Шарифов страдал ради вас, так что не обделяйте его просмотром. А еще можете прочитать обзор многострадальный RPG Broken Roads от Кирилла Волошина. Там тоже интересно. Хорошего вам понедельника. Пока.